Здорово всем! Лето кончилось, а на море я так и не съездил. Ну, печалька. Поэтому решил поплаваю хотя бы виртуально. Subnautica Below Zero давно меня привлекала красотами инопланетного подводного мира, таинственными глубинами и звуками подводного эмбиента. Все это делает игру крайне атмосферной, а атмосфера, как вы знаете, для меня крайне важна в играх. Плюс меня до мурашек просто доводят мрачные глубины океана, разные крупные объекты под водой и звуки всяких больших существ, которые тут плавают повсюду. Возможно, у меня есть немножко талассофобии, поэтому от игры такие обостренные ощущения. Это боязнь глубины и того, что может в ней скрываться, если кто не знает. В общем, я не устоял, и перед вами мои 50 хардкорных дней в Subnautica Below Zero. Играть я буду, разумеется, на режиме хардкор, который подразумевает отсутствие предупреждений о том, что кислород заканчивается. А также жизнь у меня будет всего одна, без возрождений. Умер, сейв стирается. Вот так тут все жестко. Но ничего, я справлюсь. Сутки в игре длятся 20 реальных минут, и только на запись материала я потратил более 25 часов, не говоря уже о времени на монтаж и сценарий. Это мой первый опыт создания роликов подобного формата, поэтому я очень надеюсь, что вы оцените видео по достоинству. Вся история начинается с того, что главная героиня Робин прилетела на орбиту планеты 4546b, где с концами пропала ее сестра. Она считает, что просто так это случиться не могло, и поэтому она должна бросить все и отправиться на поиски правды матки. Решив прикинуться одним из метеоритов, которые в больших количествах как раз падали на планету, она стартует на поверхность, обещая, как Карлсон, обязательно вернуться. Но во время полета, разумеется, происходит непредвиденная ситуация, и все идет по известному всем месту. Приземляется она лицом об стол, кое-как выбирается из шаттла, и вот она, поверхность 4546b во всей красе. Ну что ж, день первый. Холодно, блин. В отличие от первой Сабнавтики, теперь есть дополнительный способ склеить ласты, умереть от переохлаждения, так что обязательно придется следить за температурой, чтобы нахрен не замерзнуть. Не забываю собрать все, что выпало из карманов во время мягкой посадки. Тут пара бутылок воды и питательных батончиков, которые будут очень полезны в начале игры, и текаю в сторону воды. Ныряю и... водичка. Subnautica Below Zero чрезвычайно красивая игра. На протяжении всего прохождения я не устал любоваться красотами местных биомов, ведь каждый из них имеет свой определенный шарм. Я знал, что делать на первых этапах. Перво-наперво сразу начать собирать ресурсы, чтобы в капсулу приплыть не с пустыми карманами. Собрал немного титана и нашел небольшие залежи меди. Раньше я, кстати, таких не видел. По пути захватил с собой пару-тройку растений ленточника. Ленточник содержит электролиты, которые можно использовать в накопителях энергии. И вот она, капсула. Скромное жилище на первое время, пока не построю что-то посерьезней. Пока слушал сообщение некой Лилиан, которая работала с сестрой нашей главной героини, и оценивал качество озвучки, скрафтил батарейку, провода и сделал себе сканер. Я хотела бы предложить вам что-то более существенное, но мой доступ к информации закрыт. Наверное, у вас возможностей больше, чтобы разобраться в этом деле. И если так, то станция Дельта была нашим штабом. Мы уходили в большой спешке, и там могли остаться полезные данные. Там еще есть большая радиовышка, ее невозможно пропустить. Я решил, что буду периодически оставлять подобные диалоги, которые сочту важными для сюжета. Думаю, это будет интересно, но из-за этого ролик прилично раздуло, так что сорян. Со сканером наперевес поплыл изучать окрестности. Но основное, что мне нужно сейчас найти, это части глайдера. Манал я на такой медленной скорости изучать просторы океана. Собрал немного ресурсов и грозди с водорослей. Вернулся в капсулу, сделал себе нож и ласты. Теперь скорость будет чуть повыше. Главной целью, кроме глайдера, сейчас был кислородный баллон. Поэтому я накромсал водоросль, сделал сетчатое волокно и хобана, вот он кислородный баллон. Теперь у меня есть запас кислорода аж на 75 секунд. Уже хорошо. С таким запасом кислорода под водой более свободно, и я снова отправился собирать ресурсы и искать необходимые мне для более быстрого прогресса ошметки глайдера. День второй. Плавая по окрестностям, нашел пещеру и, несмотря на относительно малый запас кислорода, решил в нее залезть. Чувство самосохранения-то отсутствует напрочь. Благо в пещере нашлось кислородное растение, и я чувствовал себя хоть сколько-то безопасно. Нашел первый кусок сборщика транспорта, а в гнезде морской обезьяны последний кусок глайдера. Отлично, миссия выполнена, можно текать домой. Вернувшись на базу, путем нехитрых манипуляций скрафтил себе глайдер. Дополнительно сделал пару запасных батарей, на всякий случай. Теперь я смогу плавать сильно быстрее и погружаться намного глубже. Поплыл исследовать районы подальше от капсулы. По пути обследовал еще одну пещеру с глайдером, это стало намного проще. В гнезде нашел фрагмент лазерного резака. В этой же пещере оказались выступы келоврита, с которых я собрал пару кусочков золота, которые мне в будущем очень пригодятся.
пещеру можно было погрузиться еще глубже, но мой верный КПК сообщил, что лучше пока туда не соваться, так как эффективность кислорода в баллоне на глубине ниже 100 метров сильно снижается. Чтобы спокойно плавать глубже, нужен ребризер. Рядом с пещерой оказался схрон Альтеры. В таких местах можно поживиться всякими мелочами, и пока я их собирал и осматривал окрестности, послушал интересный диалог Сэм и ее коллеги о том, что исследователи нашли замороженного во льдах гигантского монстра. Проклятий не существует. Проклятий, может, и не существует, это правда. Но как насчет огромного чудовища, замороженного во льдах? В смысле? Где? В пещере, вблизи твоей лаборатории. Что странно, как только я туда заглянул, они опечатали зону. Не хотят, чтобы туда заходили. Помню, что рядом с этим местом должны были расти мои любимые ледяные фрукты. Сплавал и затарился парой штук. Классная штука, но хотя вот увидел бы я такое в реальной жизни, ни за какие деньги жрать бы не стал. Вернувшись, сделал себе ремонтный инструмент. Ну, просто потому что могу. Пригодится он мне еще не скоро, чинить-то пока нечего. Хотел выгрузить ресурсы, которые принес в карманах, но понял, что складывать их уже некуда. Надо бы найти изготовитель, чтобы начинать строительство, но вот хоть убейся, я не помню, где он, но нужен он побыстрее. Пока вспоминаю, где лежит строитель, решил заглубиться в коралловые мосты. Я точно помню, тут были куски морехода и сборщика транспорта. Эта локация мне показалась очень классной и жуткой, когда я в первый раз в нее попал. Наверное, из-за темноты и глубины и местных акул, которые постоянно щелкают зубами где-то рядом. Ставлю маячок, начинаю размечать для себя направление, чтобы было удобнее ориентироваться. Ныряю глубже и нахожу последний кусок сборщика транспорта. Теперь осталось собрать куски того самого транспорта. В темноте глубин на скале светится красный коралл, из него делаются местные микросхемы, поэтому соберу их парочку про запас. Вспомнил, что надо бы всплыть, потому как кислород-то не вечный. Вижу маленькую платформу на воде, я ее помню, под ней еще кабель оторванный сверкает. Поднимаюсь и буквально на ощупь нахожу сканер минералов. Блин, мне б строитель, минералы мне пока складывать некуда, но все равно вещь полезная. Вернулся в коралловые мосты. Нужно найти все куски морехода до возвращения на базу. Цель у меня такая вот. Нужно ставить себе цели, а то бесцельно здесь плавать можно просто вечно. Опустившись на глубину более 80 метров, ловлю сигнал СОС на морзянке, идущий откуда-то с глубины. КПК сообщает, что сигнал на глубине 200 метров. Передача неизвестного происхождения. Расчетная глубина источника передачи около 200 метров. И тут случился мой первый раз. Первый раз, когда я забыл про кислород. Но спасло кислородное растение, которое случайно оказалось рядом, иначе двинул бы кони прямо тут в конце второго дня. И сразу же мне улыбается удача. Первый кусок морехода, и сразу второй. День третий, и вот он заветный третий кусок морехода. Титановые слитки, микросхема, смазка, сборщик транспорта готов. Теперь мореход. Титановый слиток, провода, энергоячейка. Пришлось еще, правда, сплавать, добрать свинца. И хобана, маленькие дроны уже собирают мой мореход. Ай, хорош, теперь я быстро как ветер. Но это не точно. Та еще повозка, если вы понимаете, о чем я. Но все же лучше, чем на глайдере плавать. Плюс в нем можно пополнять запас кислорода, а это открывает неплохие дополнительные возможности. Сварганил себе компас, чтобы лучше ориентироваться в пространстве, и парочку маячков, чтобы отметить интересности, когда пойду исследовать. До кучи делаю искатель минералов. Прыгаю в свой новенький мореход и плыву за коралловые мосты в биом с дымящимися термальными источниками. Если мне не изменяет память, там где-то должна быть та самая альтеровская станция Дельта, о которой говорила женщина из сообщения на первый день. Пока рассматривал криптозуха, КПК сообщил, что поймал сигнал станции Дельта. Чудненько. Причаливаем и высаживаемся на остров. На причале сканируем всякий хлам, типа кофемашины, урны и скамейки. Как я жил-то без них вообще? Ну ладно, лампа освещения полезная. Наверное. Поднимаясь от причала к горе, нас встречает крайне дружелюбное приветствие. Это предзаписанное сообщение. Если вы это слышите, значит вы вторглись на чужую территорию. Если хотите жить, валите нахрен отсюда. Как мило. Полдня гулял по местным пещерам, которые тут в виде небольшого лабиринта. Входов много, но выход наверх всего один. Правильный выход я нашел только к ночи. Иду я такой, значит иду, и вдруг в туалет сходил, хотя даже не хотел. Стоять на месте, Альтерка. Далеко заходишь. Я не из Альтеры. Тогда ситуация с тобой вдвойне плачевней. В смысле? Если говоришь правду, значит ты тупая. Если лжешь, то поплатишься. Подожди! Ты кто вообще? Свали нахрен с моих земель. По голосу и манерам понимаю, что это та самая дружелюбная женщина, чье сообщение мы слышали еще на берегу. Надо ее запомнить, она мне должна чистые штаны. Сразу за поворотом нахожу станцию Дельта, а КПК отследил движение этой тетки. Потом наведаемся к ней за штанами.
На станции было много чего полезного, и в первую очередь здоровенная вышка связи. Что с ней делать, я хз. В прошлый раз, когда я был на этом острове, тут была ракета. Наверху вышки нашел инструкцию по переведению вышки в тестовый режим. Ничего не понятно, но очень интересно. Видимо, нам нужно ее вырубить, но как, я тоже без понятия. Сканирую тут многоцелевую комнату и всякий хлам внутри. Из полезного нахожу еще шкаф, аквариум и обсерваторию. Остальное несущественный декор. День 4. Я все еще на Дельте. В соседнем здании нахожу карту расположения местных баз. Еще тут валялся музыкальный автомат. Плакаты со стен можно теперь, оказалось, брать с собой. Забрал. Повешу на базе, когда ее построю. Модификационная станция и, самое важное, изготовитель. Он, как оказалось, лежал рядом со входом, и я его не заметил в темноте, когда сюда заходил. Хорошо, хоть мимо не прошел. А в ящике с данными нашел чертеж биореактора. Супер! Вернулся к капсуле. Теперь у меня есть строитель, точнее я могу его сделать. Можно начинать строить базу, и для начала я хочу построить просто склад, где я буду хранить свои несметные богатства. КПК поддерживает меня и даже пытается шутить. Строительный инструмент позволяет возводить морские базы из сырья. Не рекомендуется исследовать ледяной континент без базы. Ни кровати, ни хранилища, некуда поставить изготовитель. Совсем не весело. Действительно. Ставлю многоцелевую комнату. Начало положено. И по секрету скажу, закончено. Она так тут одна стоять и останется. Ставлю солнечную батарею и люк. Вхожу. Добро пожаловать на борт, капитан. Да-да-да, капитан дома, всем встать. Ну да, кроме меня же на этой чертовой планете никого нет. Печаль. Втыкаем шкафы. Раз, два, пока хватит. Хочу еще зарядку для батареек и может быть аквариум, но ресурсов не хватает. Оказывается, не так уж их много у меня и было. Придется снова плыть искать. День 5. Собирал ресурсы для строительства шкафов, в которых я буду хранить эти самые ресурсы. В общем, собирал ресурсы, пока карманы не треснули и не взмолили о пощаде. Пришлось возвращаться домой. Врубаю режим Тетриса и пакую ресурсы по шкафчикам. Добавил зарядную станцию и ставлю заряжаться батарейку. Че, зря крафтил, что ли? Пусть работает. Понял, что нифига полезного больше я скрафтить не могу. Ничтожество. Прыгнул в мореход и поплыл за любимыми ледяными фруктиками. Надо заесть стресс. А далее поплыл в сторону станции робототехники Фи в поисках новинок и зацепок для сюжета. В этот момент на меня накатило то самое чувство, когда становится крайне некомфортно. Темно, ни черта не видно даже с прожекторами. Вокруг непонятные звуки, и ты в этот момент ощущаешь себя очень-очень маленьким. Тот, кто чувствует то же самое в такие моменты, меня поймет. День 6. Заплыл в биом медуз-глазастиков. Это ж надо, вы посмотрите на этих красавчиков. Приколитесь бы в наших морях такие плавали, а? Ну нахер. А нафига им такой здоровенный глаз? Вы посмотрите, прямо как будто чужой смотрит прямо в душу. Благо они тут стоят АФК, не агрессивные ничуть. Медуза означает, что станция Фи где-то рядом, я это помню. А вот и вход, или выход. Я его помню, тут еще где-то мост рядом, который надо будет развести. Странно, что КПК не поймал маячок, обычно он делает это заранее, но, возможно, я слишком резкий, и по сюжету она должна засветиться чуть позже. Да и похрену, что тянуть-то. Вот и разводной мост. Значит, я правильно распознал местность. К нему мы еще вернемся. Солнце встало, и КПК проснулся. Комплекс Альтеры. Уникальный идентификатор. Центр робототехники Фи. По дороге нашел ошметки пингвина-шпиона. И лишь пингвина. Очень оригинально. Добежал до дверей центра Фи, не отморозив жопу, уже отлично. Правда, чуть не прибило нехилой такой сосулей в 2 моих роста. Тут было много интересного. Станция полярного лиса, или снежного мотоцикла по-простому, большая комната, зарядник для энергии ячеек, занимательный диалог Сэм и Зеты о болезни того самого замороженного монстра. Он надежно сдержан. Образцы льда говорят о том, что он был заморожен со времен эпидемии. Этот штамм сделал планету непригодной для жизни. Если он мутирует... И ты считаешь это опасным? Очень. Тогда не беспокойся, я подниму этот вопрос за тебя. Сможешь вернуться к своей работе. Что-то мне подсказывает, что эта мадам слегка подпиздывает, и никакой вопрос она поднимать не собирается. В строении, в котором, судя по всему, работал Сэм, нашел карту этого ледникового бассейна. Карта всегда пригодится. А в соседней комнате нашел утепленный костюм. Точнее, типа его схему, но при этом вроде как костюм лежал же. Почему нельзя одеть этот? К чему все эти сложности? Надвигается опасная погода. Ищите укрытие. Ха, а когда на этой проклятой планете по-другому-то было? Это тебе не Дубай, крошка, тут все по-серьезному. Решил попробовать пешком пройти вглубь материка по замерзшей реке. Надеюсь, не откинусь от мороза. Однако мой энтузиазм тут же был остановлен гуляющим снежным сталкером. Драться с ним простым режиком, такое себе, поэтому было решено временно отступить и вернуться позже. Пока бежал к мореходу, мозг активизировал скрытые резервы, и я все-таки вспомнил, где лежит ребризер. День 7.
Снова погружаюсь рядом с коралловыми мостами. Ребризер должен быть именно здесь, если ничего не поменялось. И да, вот он схрон, каким я его помню, с этим краном. Схема ребризера теперь у меня. По пути домой погрелся около вулканического источника и разжился ресурсиками в термальных шпилях. Провел тут, как оказалось, полдня. Не оставлял надежды найти тут хотя бы парочку алмазов. Я раньше их здесь находил, но, видимо, это было только раньше. Зато разжился свинцом и литием. Ловко увернулся от криптозуха, который норовил поужинать моей филейной частью. Жри рыбу, а не меня страшило. День 8. Встретил мистера Крабса. Пойди, где-то Красти Крабс стоит. Набрел на биом, который я назвал грибные деревья. Темно. Темно и жутко. Видимо, фобия у меня все-таки есть, так как резко стало не по себе от открытого и потенциально глубокого подводного пространства передо мной. Плюс еще какая-то тварь недалеко орет. Если сейчас из темноты на меня выскочит хелицерат и куснет, я утеку под стол, я отвечаю. Ха, помянешь черта, а вот и он. Хелицерат снует рядом. Пойду-ка я отсюда по добру, по здорову. Дом, милый дом, вдали от всяких этих гигантских тварей. Красота. Расфасовал все принесенные ресурсы и делаю ребризер. Починил морехода, побил его за эти пару дней, и вот и пригодился ремонтный инструмент. Погонялся за рыбами-пузырями. Нужна вода. Без нее вообще нельзя. Вы потом поймете, почему без воды нельзя. На ночь глядя приплыл в коралловые мосты за запасом кораллов и нашел интересную дырку, которую раньше не видел. Тут, кстати, отчетливо слышен сигнал SOS, видимо, где-то рядом сигналит. В дыре оказалось капец глубоко, но ребризер у меня есть и мореход относительно недалеко, поэтому я решил рискнуть. Риск — дело благородное. Пещеру эту я раньше не видел, но судя по звукам, тут плавает что-то нифига не дружелюбное. Тут растут гелеобразные мешочки. Они нужны для чего-то важного, я помню, но это не точно. В любом случае собираем все, что попадается под руку. Кислородные растения помогают держаться и не возвращаться в мореход. Кстати, я уже на глубине 300 метров и до морехода аж 150 метров возвращаться. Опасно при таком-то запасе кислорода. И бинго! Первый алмаз. Значит, они теперь только на приличной глубине спавнятся. Надо собрать как можно больше, пока я тут. Они понадобятся для многих важных крафтов и в первую очередь для первого модуля погружения морехода. Думал, спокойно так поплаваю, но глубина всегда найдет чем взбодрить. Меня схватило какое-то ублюдское щупальце, но я быстро смог от него освободиться. Видимо, выпустил сзади что-то, как кальмар чернила выпускает, так как сейчас я точно в штаны наложил. День 9. Штаны прилично обделаны, но я продолжаю погружаться в эту гадскую пещеру. Жадность берет свое. Подозреваю, что на дне пещеры есть еще алмазы, и погружаюсь ниже отметки в 300 метров. Нахожу кусок модуля изготовителя морехода. Точно, к мореходу же можно комнаты цеплять. Я совсем про это забыл, и сейчас как-то флешбеком это все всплыло. Я помню, где лежит куча обломков. Но только я сосредоточился, как позади слышу страшные приближающиеся звуки. Пытаюсь уплыть, но меня опять хватает это морозевое щупальце, и почти в тот же момент я максимально близко знакомлюсь с пастью кальмара-акулы. Твою ж мать, штаны и так ведь уже не первой свежести. Решил не испытывать судьбу и вернуться сюда уже в мореходе, а пока что нужно его усилить. Парочка алмазов у меня есть, и этого пока хватит. Легким движением руки изготовитель превращает пастелиевый слиток и усиленное стекло в модуль погружения первого уровня. Втыкая его в мореход, и теперь он способен покорять глубину до 300 метров. Не густо, конечно, с алмазным-то стеклом, но прогресс налицо. Сразу поставил модификационную станцию и первым делом сотворю себе термоклинок. Не джедайский меч, конечно, но рыбу можно прямо в море поджаривать. Плыву наконец-то на сигнал SOS, который мне уже все уши сделал, пока я там внизу плавал. Подплывая к источнику, вижу строение архитекторов. Эпичный компьютерный голос сообщает, что все плохо и скоро кино закончится. Но появляется второй голос. В некотором роде. У нас мало времени. Что тут происходит? Поиск аварийного носителя данных. Я смогу помочь, если ты покажешься. Я сумею помочь, если увижу носитель данных. Хочешь сказать, у тебя нет физического воплощения? Ты один из них? Архитектор? Обнаружен носитель данных. Мы исчезнем, если не найдем носитель. Ты поможешь? Можешь взять мой КПК как носитель. Ты не из той предыдущей группы. Твои компоненты несут их сигнал. Альтеры? Нет, я этот КПК одолжила. Должно сойти. Блин, как же непривычно и круто слышать это все на русском языке. Совсем другая атмосфера. Я, наверное, об этом всю игру буду говорить. Голос говорил о носителе и что КПК должен подойти. И вот он, терминал святилища. Нажимаю кнопку, и главная героиня вытягивает вперед свой КПК, даже не подозревая, что голосу нужен совсем не КПК. Держитесь. Что происходит?
мы стартанули основную ветку сюжета игры, и теперь хоть будет с кем поговорить. Как ты себя чувствуешь? Твой голос звучит так, будто у меня в голове. Комплекс обнаружил емкость для записи в коре твоего головного мозга. Так ты реально в моей голове? Я предлагала тебе КПК. Пошел вон! О нет. Ваш вид воспринимает границы между кибернетическими и органическими компонентами? Мой мозг не компонент! Ты злишься. Мы дадим тебе время обработать информацию. Не смей молчать. Эй! Это все нереально. Вот и ответ. Это нереально. Прыгаю в мореход и текаю отсюда, но тут на трубку в голове поступил входящий звонок. Как мы понимаем, такая ситуация для тебя нежелательна. Ты нереален. Убирайся. Для перехода нам нужно подходящее тело. Почему ты говоришь «мы»? Сколько вас там вообще? Один из нас и все мы. Мы не мыслим о себе как об отдельном индивиде. Я могу называться в единственном числе. Почему бы тебе не сказать, кто ты такой? Ты можешь добавить в ваш код зерна к моему обозначению вида. Называй меня Ал-Ан. Всю жизнь я мечтала встретить разумного, высокоразвитого пришельца, а ты говоришь мне, что тебя зовут Алан? Этого недостаточно? Нет, нормально. Все отлично. Откуда ты, Алан? Ваш вид называет нас архитекторы. Раса предтеч? Но что вы тут делали? Это долгая история. Может, ты предпочтешь сконцентрироваться на постройке нового носителя, в который я смогу перейти? Да. Хорошо, точно. Как тебя из головы вытащить? Я добавил информацию в твою базу данных. Тебе надо отыскать подходящие компоненты. И где их искать? Голос в голове сообщает, что он один из архитекторов и просит создать для него новое тело. Нормально, он, конечно, устроился. Но делать нечего, будем искать компоненты его тела. Их, насколько я помню, всего 3. Но это все потом. Ошметки его тела сильно разбросало по миру, и найду их я еще не скоро. С новым модулем погружения я могу снова нырнуть в ту пещеру с алмазами и пошариться еще немного, а мореход теперь будет на целых 150 метров ближе. На дне нахожу 2 куска модуля изготовителя для морехода. Полезная хрень, которую я, спойлер, так и не сделаю. Ха! За что сурово поплачусь в скором времени. Необходимые элементы для модуля хранилища тоже найдены. Эту штуку скрафтим обязательно, потому как будет куда складывать ресы, чтобы в карманах все не таскать. День 10. По пути на базу залетаю в пещеру, в которую не рисковал залезть из-за ее глубины. Тут, возможно, есть кусок лазерного резака, который мне скоро понадобится. Долго ползал по этим коридорам, благо сюда пролез мореход. Резак не нашел, а нашел артефакт архитекторов. Тут проснулась говорилка в голове. Твоя находка не просто артефакт. Она поможет найти следы, оставленные моим народом на этой планете. Рада помочь. Ты, вероятно, предпочла бы, чтобы я добыл тело самостоятельно. Ну, да. Если ты продолжишь поиски, я смогу постепенно восстановить свое подключение к сети. Как оказалось, у него интернет отпал. Ну, что ж поделаешь, будем искать дальше. В голову снова позвонили. Как ваш народ общается, если вы не соединены сетью? Что ты имеешь в виду? Мы просто разговариваем. Тебе не кажется это примитивным? Мы существуем в форме данных в одной сети. Таким образом, наши исследования проходят намного проще. Исследование не самое главное, Алан. Врать не буду. Работа проходила бы быстрее, если бы я читала мысли своих коллег. Но мысли — это личное, и у каждого человека в них своя внутренняя жизнь. Людям нужно личное пространство для размышлений. Пространство помогает вам думать. Для меня быть отделенным от моей сети — это очень тихо. В каком смысле тихо? Представь себе 1000 струн. Каждая играет свой диапазон нот, ни одна из них не громче другой. Каждая образует гармонику. Непрерывный аккорд на фоне сущего. Теперь я одинокая струна, ищущая знакомые гармоники. Я помогу их найти. Пока слушал их философские размышления, нашел недостающий кусок резака. Опять же, наверное, повторюсь, что очень интересно слушать диалоги на русском, когда тебе не надо читать субтитры. Намного лучше понимаешь характеры персонажей и как-то даже к ним проникаешься, вживаешься в роль и намного лучше вникаешь в суть и атмосферу игры. Думаю, дальше будет только лучше.
Наконец-то доплыл до базы. Первым делом посмотрел, что нужно для второго модуля погружения. Хочется использовать мореход по максимуму, и с ним все-таки безопасней. Рубин, алмазное стекло и синтетические волокна. На третий нужны вообще какие-то неизвестные мне ресурсы, но мне пока бы второй сделать. Скрафтил лазерный резак. Нифига на него аж 2 алмаза ушло. Недешевый такой инструментик. Поставил на базе изготовитель, чтобы не бегать туда-сюда до капсулы и не тратить время. Ведь у меня его, о боги, как мало. Жаль, что его нельзя скрутить просто с капсулы, ведь пока искал для него ресурсы в округе, прошел еще один день. День 11. Ставлю рядом зарядку для энергоячеек, а то в моей Тесле пора уже батарейки поменять. Не хочется где-нибудь у черта на рогах оказаться без транспорта. Надо будет еще потом сделать ионные батарейки для морехода, чтобы не менять их постоянно. Солнце взошло, и я отправился изучать биом, который назвал грибными деревьями. Но проехав треть пути, вспоминаю, что я идиот и возвращаюсь. Модуль-то я так и не построил. Я когда-нибудь так поесть забуду и сдохну где-нибудь на глубине в полкилометра от того, что желудок к позвоночнику прилип. Роботы собирают модуль хранилища. Теперь смогу собирать со дна все, что гвоздями к полу не прибито. Цепляю отсек к мореходу и вуаля! Теперь это прям поезд, в нем даже ходить можно. Ящики, конечно, небольшие, но что есть, то есть. По дороге заплыл в знакомый биом. Я раньше вроде называл его пустыней, и тут хелицерат плавал на небольшой глубине, но сейчас его тут, похоже, нет, и здесь намного безопасней. Вешаю маячок для навигации и плыву дальше. А тут, походу, кого-то сильно потрепали. Не повезло. А мне достались кусок аквариума и последний кусок модуля изготовителя. Плаваю я такой тут, плаваю, и вдруг слышу. А это брат Хелицерат, про которого я сказал, что его тут как бы нет. Но вот он тут как бы есть, и кажется, он мной покушать хочет. За секунду до смачного куся запрыгиваю в мореход и наблюдаю жуткую картину. Нахрен валю-ка я отсюда. С перепугу я, видимо, забыл, куда плыл, и решил, что поплыву в ближайшую точку. Последние известные координаты той хамоватой бабенки с острова Дельта. И попадаю в биом кувшинок. Тут темно, летают камни из аватара и плавают здоровенные левиафаны, похожие на китов. Но они френдли, я точно помню. Последние координаты оказываются местом начала местных пещер, ну типа дальше сам ищи. В этих пещерах оказалось очень много гнезд морских обезьян, в которых можно найти кучу полезного. Вот, например, модуль усиления морехода и фрагмент баллона сверхвысокой емкости. Мне нужен этот большой баллон. Пока искал, нашел пару кусков костюма краб, ускорение морехода, и как оказалось, все это время я плавал вокруг рубинов, даже не замечая их. Лошара. Ну, значит, я еще на шаг ближе теперь ко второму модулю погружения. Остаток дня проползал по дну в поисках рубинов и других полезных деталек. День 12. Продолжаю ползать по дну. Собираю рубины, золото, розовенькие склизкие мешочки и прочий мусор. Второй фрагмент здоровенного баллона. Шик! Но я не уплыву отсюда, пока не найду все его части. Поблизости обнаружен нос космического судна Трансгосударства Сол. Название судна Меркурий-2. Не функционирует. Это один из ошметков того корабля, про который я недавно говорил. Их вроде всего 2, и на них нужно будет найти какой-то девайс, я уже не помню какой именно. Нахожу вход в этот кусок и решаю в него залезть. Режу первую попавшуюся дверь. Долго режет, зараза, кислород кончается. Решаю пока не испытывать судьбу и вернусь уже сюда с увеличенным баллоном. А пока ныряю обратно и продолжаю поиски последнего куска баллона сверхвысокой емкости. Нахожу кусок руки для краба и последний кусок модуля аквариума. И, наконец, удача. Последний кусок баллона. Аллилуйя. Я думал, я тут целый день проведу. КПК информирует о гигантском плавающем куске грунта. И интересно, надо бы глянуть. Тут Кэмерон поди аватара 2 снимал. Встретил местных китов. Здоровенные и, на мое счастье, мирные. Хоть кто-то большой на этой планете не пытается меня сожрать. Прибыв на базу и раскидав все новые ресурсы, я было принялся крафтить крутейший баллон, который недавно собрал. Но тут понимаю, что я лошара, и большого-то баллона, из которого он делается, у меня нет. Это фиаско, братан. Начинаю судорожно искать, как его сделать, и понимаю, что даже сделать его не могу. Двойное фиаско, братан. День 13. Не стал морочить мозг и загуглил, где я забыл этот чертов баллон. И оказалось, что забыл я его в коралловых мостах. Как так-то, блин, я там все излазил. Но потратив немного времени, я все-таки нашел этот маленький затопленный отсек, и рядом с ним КПК с чертежом баллона высокой емкости. Вот до чего доводит невнимательность. А кстати, тут в этой камере лежит строитель. Его тут раньше точно не было. Но теперь вы знаете, как его найти чуть ли не в самый первый день. Обыскав все ящики на базе, я понимаю, что нет простейшего ресурса – кварца. Мне часто не хватало его по пути прохождения. Ну что поделать, придется плыть. Благо рядом с шельфом его очень много. Собрав кварц, крафчу большой баллон. Он был бы очень полезен все это время, найди я его раньше. Сразу превращаю его в баллон сверхвысокой емкости. Для этого всего-то нужно 4 куска лития, которого у меня благо в избытке. Теперь объем кислорода в баллоне равен аж 225 единицам. Мама дорогая. Теперь моей основной целью становится модуль погружения 2-го уровня.
Чтобы его сделать, мне нужна какая-то вырезка спиралевика. Шо это, я в душе не знаю. День 14. Вспомнил старую цель — сплавать в грибной биом, там я еще не был. И надо все-таки найти этот спиралевик и сделать из него вырезку. Что вообще такое этот спиралевик? Не, я конечно понимал, что это скорее всего какое-то растение, но где его искать, я понятия не имел. Прикольно светится в темноте, кстати. Но свет я, пожалуй, оставлю, может тут заранее увижу, что мной покушать хотят. Спускаюсь ниже, уворачиваюсь от акулы, которая почти схватила меня за жопу, и вижу внизу что-то огромное. В рот мне ноги! Что ты такое? Хотя, что я спрашиваю, я же помню, что это такое. Это Левиафан под названием Термальный сад. Я видел их на скринах, но вживую в игре не доплывал до них ни разу. Обалдеть, блин, чё только на этой планете нет. Подозревая, что он не просто так называется садом, я решил изучить объект поближе. Возможно, спиралевик именно здесь, благо с моим мегапуперским баллоном времени на изучение у меня предостаточно. Помню, что вход в них обозначен был на картинке где-то снизу, поэтому сразу поплыл к основанию этого гиганта. Как же, блин, эпично это выглядит. В реальности я бы струю в штаны пустил, если бы такое увидел под водой. И вот она, заветная дырка. Заплывая внутрь и судорожно начинаю искать. И первое же растение, похожее на спиральку, оказалось спиралевиком. Шедеврально. На всякий случай запасу побольше, мало ли куда они еще нужны. Набрав с десяток, я решил, что хватит и вернусь в мореход. Надо дергать домой и сразу сделать второй модуль погружения, тогда возможности расширятся еще больше. Собрав еще немного золота в пещере, я все-таки вернулся на базу и скрафтил синтетическое волокно. Но как это всегда бывает, моя невнимательность до добра не доводит. Оказалось, что для модуля нужно 2 рубина, а у меня остался всего 1. Я зря сделал второй кусок синтетического волокна про запас. Твою мать, придется снова плыть. День 15. Ныряю в поисках рубинов и заплываю довольно удачно. Рубинов я пока не нашел, но... Я же просила свалить нахрен. А в чем проблема? Я даже не знаю, кто ты. Звать меня Маргарет Мейда. Ты на моих землях. Ну и отлично. Можно зайти погреться? Ты вообще понимаешь слова «свали нахрен», Альтерка? Я не из Альтеры. Снова от дружелюбия прям в глазах искрит. Значит, ее база где-то совсем рядом, но я уже на пределе глубины. Придется плыть без морехода. Это важный сюжетный персонаж, да и единственный живой человек на планете, кроме меня. Надо бы познакомиться, хоть она и не в восторге от нашего присутствия. Заплываю через стыковочную шахту, стучу в дверь. Здрасте. Я же просила тебя свалить с моих земель. Это твоя зверюга? Еще раз сунешься, и он разорвет тебя в мясо, Альтерка. Я не из Альтеры. Меня зовут Робин Аю. Я ищу информацию о своей сестре Сэм. Может, ты ее знаешь? Ни хера я не знаю. Предлагаю тебе не задавать мне вопросов и свалить нахрен с моей базы. Если ты не Альтерка, то какого черта ты шляешься по моим землям, а не отключаешь гребаную спутниковую башню? Когда сделаешь это для меня, то, может быть, я вспомню что-то о твоей сестре. Вышка, о которой говорит Маргарет, стоит на острове Дельта, где я с ней первый раз и встретился. Кстати, надо бы тут у нее чистые штаны поискать, которые она мне должна. На столе забираю фрагмент полярного лиса и чертеж фрагмента модуля тестового режима. Эта хреновина нужна, чтобы отключить вышку на острове Дельта. А еще тут валяется маленький такой модуль системы периметральной защиты морехода. Эта штука выдает мощный электрический заряд вокруг морехода, который отпугивает левиафанов и прочий крупняк. Полезная штука. День 16. Вернулся на базу, начинаю задумываться о постройке базы где-нибудь посередине карты, чтобы не мотаться постоянно сюда на мелководье, далеко, блин. Ставлю периметральную защиту в мореход и вынимаю модуль погружения, дабы сделать из него модуль 2-го уровня. Теперь мне доступна глубина аж в 650 метров. Шикардос. Решил долго не тянуть с новой базой, собрал некоторые ресурсы и отправился искать место. Почти по центру карты находится остров Дельта в биоме термальных гейзеров. Думаю, там самое место. День 17. Процесс постройки базы у меня по какой-то причине не записался, но я поставил базу рядом с причалом на острове Дельта, собрал многофункциональную комнату и к ней прицепил комнату сканирования. Поставил шкафчик и изготовитель. Только самое необходимое, пока не перевезу сюда все остальные ресурсы. А вот здесь хочу окно. Красота. И вот тут хочу окно. Ну вообще супер. Сразу приятней стало внутри находиться, а то чувствую себя как килька в консерве. Недалеко от базы нашел расщелину, в которой херачат вулканические источники. Решил изучить территорию рядом с ними в поисках возможного магнетита, ну или еще чего полезного. Нашел залежи золота и поджарил себе жопу. А потом еще раз. Очень-очень сильно. Осталось примерно 10% хп. Еще раз лучше такое не повторять.
Сгонял до старой базы, подлечился, так как аптечку я как всегда не взял с собой. Заодно перевезу немножко ресурсов на новую базу. Странно, что до меня в тот момент не дошло, что можно было забрать с собой на новую базу изготовителей зарядные станции, но вот как-то так. Пора искать магнетит. Пока плыл, по дороге попался Меркурий, а значит с него и начнем. Кислорода сейчас хоть отбавляй, поэтому можно плавать спокойно. Шарюсь по кораблю, открываю ящички, собираю всякое полезное, режу двери. И вот он, первый кусочек необходимой приблуды, которая называется узел параллельной обработки. И этих кусков аж 3. А я помню только 2 куска Меркурия, поэтому продолжаю поиски заветного куска именно здесь. День 19. Прошарившись по этой части Меркурия почти целый день, облазив все комнаты по 2 раза, я собрал много всяких полезностей, типа батареек, еды, воды и проводов. Попутно послушал пару забавных диалогов бывших членов экипажа этого корабля. Сюжетные нагрузки они не несли, но добавляли некий антураж. В этом, например, парень ведет дневник и рассказывает, как ему нравится его коллега. Однако пережидать сейсмические тряски с Ясмин одно удовольствие. Надеюсь, она не против, что я задаю ей столько вопросов. Люблю ее голос. Какое же у нее светлое лицо, какие выразительные брови. Они словно акробаты. Моя любовь ее речей про атомную инженерию сравнима лишь с голубцами бабушки. Насчет голубцов я бы, конечно, тут поспорил. Но пришло понимание, что части узла здесь нет, а это значит, что где-то должен быть третий кусок корабля. Задачка, потому что я помню всего 2. День 20. Внезапно натыкаюсь на подводную базу. Судя по значку, это база Омега, и судя по открытому люку, она затоплена. На базе несколько комнат и дневники людей, которые тут работали. Это была база, где исследовали различные биологические образцы. И здесь же изучали мутацию бактерии Хаара, взятую с замерзшего Левиафана. Об этом нам рассказал диалог Сэм и одного из работников. Ничего, я тебя хотела увидеть. Чем занимаешься? Да, просто делаю набросок для арта. Дурака валяю. Начальница, не говори. Не буду. Выглядит красиво. Ну что это? Ставлю цикл, вдохновленный бактериями. Красота мутаций, жизнь, смерть, риск. Ну, типа того. А это что такое? Похоже на Хаара. Но, Винь, это образец мутации? Это просто арт-проект. Ты знал, что когда врешь, то всегда так странно двигаешь шеей? Ладно, хорошо, врун я плохой. Вы занимаетесь мутацией Хаара из замороженного Левиафана здесь? В этой лаборатории? Прошу, не задавай мне больше вопросов. Больше и не нужно. Интересно получается, хотят биологическое оружие из этой бактерии сделать, что ли? Из важного нахожу еще водоочистную станцию и ядерный реактор. А еще некий отчет о расследовании. Заметки следователя. Лаборатория Омега была повреждена мощным ударом. Возможно, мореходом, модифицированным каким-то таранным орудием. Затем был выпущен и дистанционно подорван взрывной снаряд. Лабораторное оборудование повреждено до нерабочего состояния, а все живые особи были убиты. Персонал не пострадал. На лабораторию было совершено нападение. Мне кажется, я знаю, кто за этим стоит. Плутая по пещерам, снова приплыл к базе Маргарет. Среди брошенных ящиков около базы нахожу схему фильтрационного костюма. Как оказалось, этот костюм перерабатывает выделяющуюся телом воду и превращает ее в питьевую. Забавная хреновина, надо будет сделать. Вижу возможность погрузиться еще глубже, и уже издалека вижу гигантские фиолетовые кристаллы. Это биом кристальной пещеры. И сразу же нахожу кусок кианита. Значит, вот где его нужно искать. Продолжаю заплывать дальше. КПК нагнетает обстановку. Соблюдайте осторожность. Поблизости существо класса Левиафан. Стало жутковато. Не хотела бы с ним сейчас встречаться, я еще морально не готов, и штаны еще до конца не высохли. Набрел на очень глубокую расщелину, которую раньше не видел. Со дна начинает дотягиваться теплый желтый свет, там явно что-то интересное. Говорилка инопланетная тоже встрепенулся. Я четко ощущаю поблизости технологию моего народа. Рядом есть компонент тела. Ого, компонент тела. А вот это уже интересно. Погружаюсь глубже. Тут все наполнено этим теплым желтым светом и плавают какие-то оранжевые кружочки. Решаю вылезти наружу и осмотреться. Тут же нахожу никель и какую-то зеленую хрень, после подбора которой был слышен звук, как у счетчика Гейгера. Похоже, эта штука радиоактивная. Как бы третья нога не выросла, пока эта хрень в кармане лежит. День 21. Продолжаю исследование этого нового биома. Тут много рубинов и есть никель. И похоже, что здесь нет никого агрессивного. Странно, но приятно. Хоть где-то можно чувствовать себя в безопасности. А еще в этом биоме растут гигантские цветы. Замечаю метку архитекторов, значит, где-то рядом есть их храм.
Ну и расщелина рядом явно говорит о том, что она глубже. Беру мореход и плыву глубже. На глубине 600 метров на стене пещеры нахожу магнетит, а потом еще один. Значит, не зря приплыл. Ага, слышу знакомые звуки. Кальмар и акула. Блин, я только привык к спокойствию за чистоту штанов. Стоило мне отвлечься на пару секунд, как меня кусает какая-то местная мразь. Вылезаю, чтобы понять, что это было. Лилейный гребец, странный на вид. Но только я собираюсь свалить, как эта мразь начинает меня гипнотизировать. И тут меня накрыло. Еще и опять эта хрень со дна своими щупальцами схватила. Все-таки нельзя доверять местной фауне, какой бы приветливой и красивой она на вид не казалась. Блин, хороший приход. Но вроде отпустила. С этим приходом мне, видимо, напрочь отбило башку, и я поплыл отсюда, забыв, что кусок тела был где-то рядом. На обратном пути нашел второй обломок Меркурия. Без отлагательств отправляюсь туда. Кусок вроде бы с виду небольшой, но внутри он мне показался просто огромным, и я плутал здесь очень долго. Нашел КПК, который пролил свет на то, что случилось с кораблем. Благодаря Стефаносу. Меркурий совершил экстренный взлет, и все даже шло нормально. Я помогала экипажу на мостике со взлетом, поскольку экипажа не хватало из-за всего этого. Я услышала звук рвущегося металла, и на долю секунды помещение будто стало ярко-зеленым и очень жарким. Я увидела дневной свет и смотрела вниз на ледяной океан. В моих ушах ревел самый сильный в моей жизни ветер, разрывающий корабль на части. Люди прямо вылетали из судна. Столько криков и хаоса. Не повезло ребятам. Может, авария? А может, сбили, а? И вот тут начинается интересное. Я совершенно не обращаю внимания на то, что вода в организме просто на критическом уровне. Возможно, я надеялся найти воду на корабле, ведь внутри первого куска корабля воды в контейнерах было просто завались. В определенный момент я все-таки осознаю, что надо бы как-то решить проблему с водой. Возвращаюсь на мореход и плыву в сторону базы. Я помню, что все контейнеры на мореходе забиты ресурсами, и воды с собой точно нет. До базы чуть более 700 метров, вроде бы немного. Скорее всего, когда вода достигнет 0, начнет потихоньку отниматься ХП, дотяну не проблема. Первый удар, вода на нуле. Отнялось совсем немного ХП. Пф, изи. Ау! А вот это было больно. Пользую аптечку. Хорошо, хоть она у меня не одна. Начинаю потихоньку нервничать, до базы чуть больше 500 метров. Снова больно. Начинается легкая паника. До базы 400 метров. ХП уже меньше 50%. Использую вторую аптечку. До базы я дотяну. Осталось 200 метров, но есть ли на базе вода? Так, вот она база. ХП 75%. Использую последнюю аптечку, так как ХП стало отниматься еще быстрее, чем раньше. Я не знаю, есть ли на базе вода, но права на ошибку у меня нет. Поэтому решаюсь на риск и отправляюсь искать рыбу-пузырь. Их здесь не так много, как на шельфе, но они здесь были, это точно. У меня реальная паника. Я судорожно дергаю камеру в попытках заметить желанную рыбку, но ее все нет. Лезу на базу. Нахер иди, пожалуйста, со своим приветствием. Не попадаю по кнопкам. Хватаю синтетическое волокно. Нужны еще аптечки. Баба уже при смерти. Быстро кидаю еще одну аптечку и в воду. Удары становятся уже по 25 хп. Я не могу так просто сдохнуть. Это максимально тупая смерть. И вот она, я вижу ее, рыба моей мечты. Сюда иди, быстрее, рыба, вода. Да, я сделал это, твою мать. Я весь вспотел, и у меня от напряжения тряслись руки. В этот момент у меня реально была паника, я ни разу еще так не паниковал в играх. Жесть какая-то, надо выдохнуть. Ну естественно, сразу после всего этого я отправляюсь на рыбалку, но теперь я наловлю этих рыбок побольше и сделаю запасы воды. День 22, вроде бы. После восстановления жизненно необходимых параметров первым делом решил поставить станцию очистки воды, чтобы никогда больше не повторять подобные ошибки. Нужен аэрогель. Плыву на старую базу, там он точно есть, я помню. Видимо, длительное обезвоживание повредило мне мозг, потому как строить водоочистную станцию я начал на старой базе. Ну, побочные эффекты, так сказать. Не хватило банального титана? Ну, разумеется, блин, я его на новую базу весь вывез, чтобы там все строить. В голове даже мысли не возникает, что в данный момент целый контейнер титана лежит в мореходе. Но мы помним, что мозг был поврежден и делаем небольшую скидку на теперешние интеллектуальные способности. Набрал. Строю. В голове не бум-бум, что строю не там, но уже пофиг. Вспоминаю, что я там до недавних событий фильтрационный костюм открыл. Он из мочи воду делает. Надо брать. Сделал. Супер.
Теперь любые жидкости будут перегнаны в чистую воду. Лучше бы он из этих жидкостей, конечно, самогон делал, но хотя бы теперь у меня всегда будет вода. Пописал, подождал, вода. Гениальное решение. Возвращаюсь на новую базу и строю водоочистную станцию и тут. Видимо, мозг все-таки поврежден немножко меньше, чем я думал. Базу нужно увеличивать, поэтому ставлю большую комнату. Там места хватит на все, что нужно. День 23. Вырубилось электричество. Солнечных батарей не хватает, так как водоочиститель потребляет энергию просто постоянно. Ставлю биореактор. Так как нет смазки, пришлось плыть за водорослями. Секс-шопа рядом нет, к сожалению. Плыву, собираю, возвращаюсь обратно. Вот на такие тупые маневры будет уходить очень много времени, которое можно было бы провести с пользой. Смазка есть, ставлю реактор. Теперь будет энергия, надо только что-то туда положить. Пока кинем сэмочку от водорослей, но позже заловим того криптозуха, который плавает рядом, и запихаем его туда. Энергии от него лет на 100 хватит. Поставил холодильник, чтобы хранить там запасы фруктов. Все-таки они полезные, пусть будет запас. На мореходе сделал себе аптечку, куда сложил запас воды. Ну и аптечку, естественно. О, первая вода из очистителя. Не быстро, но зато бутыль на полтинник сразу. Плюс фильтрует на пассиве, так что норм. Еще генерит соль, которая нужна разве что рыбу солить. Делаю модификационную станцию. Хотя опять же можно было бы забрать со старой базы, но я же уникум теперь, вы помните, да? На этой станции у меня есть последняя цель, 3-й модуль погружения. Нужен никель и кианит, который у меня как раз имеется. Собираемся в кучку и топовый модуль уже в кармане. Теперь мне покорится глубина аж километр. Вот теперь можно понырять по-серьезному. День 24. Нужно продолжать обыскивать Меркурий. Заплыл куда-то не туда. Хотел уже начать себя ругать, но фортуна сегодня ко мне нужным местом, и я нахожу 3-й кусок Меркурия, который раньше вообще не видел. Лезу в него и за первым же поворотом нахожу нужную дверцу. Вырезаю, и вот то, что я искал. Остался один кусок, и он точно в той здоровенной части, плавая по которой я чуть не помер от обезвоживания. День 25. Нахожу в темноте тот злосчастный кусок Меркурия. В этот раз заплываю прям в него через какой-то большой люк. Режу дверь и оказываюсь снова в той большой многоэтажной комнате типа атриума. Блин, придется обыскивать полностью. По этим узким коридорам я плутал очень долго, так и клаустрофобию заработать недолго. Они мне точно сниться будут. Куда бы я ни плыл, я все время возвращался в эту центральную большую комнату. Благо в этот раз я нашел достаточно контейнеров с едой и водой. Я не знаю, сколько я в итоге здесь провел, но пройдя через какую-то столовую и свернув сам не понял куда, я наконец-то нашел это. Капздец, какой корабль большой был. Все, теперь я смогу вырубить вышку. День 26. На базе не оказалось образца коралла для производства узла параллельной обработки. Пришлось плыть, благо не сильно далеко. Скрафтил узел параллельной обработки и уже хотел крафтить модуль тестового режима, но фак! Свинца нет! Опять плыть. Ладно, сплавал. Делаю модуль тестового режима. Теперь можно вырубить вышку. И по интересному стечению обстоятельств, остров с вышкой у меня тут, можно сказать, на заднем дворе. Чуть-чуть поплутал по пещерам снова, но вышел к вышке вроде как быстро. Втыкаю модуль тестового режима в разъемчик. Тыкаю кнопочку на терминале и... Есть! Спутник отключен. Не успел я отойти от вышки, как звонит Маргарет. Ладно, Альтерка, этот раунд за тобой. Топай к моей теплице. Она примерно в километре к востоку от тебя, на айсберге. Для тебя есть подарок. Ну, раз приглашает, отправляемся прям сразу. Тем более ориентиров у нас всего 2. Айсберг и около километра к востоку. Опять придется 100 лет искать с моим-то топографическим кретинизмом. Уворачиваясь от разных тварей, типа невесть откуда взявшегося криптозуха, и осматривая округу над водой, пытаюсь найти искомый айсберг, но что-то пока безуспешно. В айсберге неподалеку обнаружена ледниковая мельница. Полный тоннель – результат таяния льда. Вот оно. Ощущения в этот момент были довольно странные, как будто я сейчас сам заглядываю в этот темный тоннель внутри айсберга. Забавно и очень жутко. Какие-то яйца. Заберем парочку, запихаем в аквариум и посмотрим, главное тут не заблудиться. День 27. На ощупь нашел с виду подходящий айсберг, и выход вроде есть на него удобный, и подъем там куда-то наверх. Но все, что нашел, спутник. Раздолбанный. Старлинк, видимо, упал. А теплицы нет. А вот тут на берегу коробки. Походу нашел. Поднимаюсь на вершину, и да, вот она теплица, и внутри меня ждет Маргарет. Давненько этот чертов спутник не пролетал. Полагаю, твоих рук дело. Ни одна Сэм в семье умела обращаться со старым типом проводки. Твоя сестра была той еще штучкой. Встретив ее в первый раз, я думала, что она альтерка до мозга костей. Вся такая красивая и ухоженная. Повсюду рассылала шпионить своих робоптиц.
Потом она меня удивила. Довольно сильно удивила. В смысле? Если правда хочешь знать, то на столе лежит КПК. Оттуда все поймешь. Беру КПК со стола. Антидот готов, я припрятала его в пещере. Можно взять его и... И это твой план? Думаешь, не сработает? Ты слишком просто мыслишь. Словно достаточно вежливо объяснить, почему надо уничтожить бактерию, и Альтера передумает и согласится с тобой. Ты сама в это веришь? Думаю, да. Думаешь, да? Ну так скажи мне, бактерия угроза или нет? Угроза. С ней надо разобраться или нет? Надо. Ну так кто тут прав? Я? Скажи увереннее! Я права. Я сказала увереннее, а не так, будто ты даешь показания перед судом трансгосударств. Я права. Умница! Тогда запечатывай нахрен эту пещеру вот этой штукой. Делала ее для рыбалки, но она рванула так, что зашвырнула шельф в космос. Жаль, рыба испарилась. Ладно. Еще тебе надо вдарить по лаборатории. Хотя, давай я этим займусь. Веселее будет. Так вот, кто бомбанул лабораторию, которую мы нашли в биоме кувшинок. А я грешил на Сэм. Но все-таки это произошло не без ее участия. Узнаю, что Сэм разработала антидот против бактерии Хаара, который заражен замороженный Левиафан. Нужно закончить ее дело. Кидаю здесь маяк, мало ли придется вернуться, и на всякий случай решаю занырнуть в этом биоме на дно. Но стопудово же что-то интересное есть. Обнаружен неактивный вулкан. Слышу рядом знакомый приближающийся звук. Мать твою, напугал зараза сутулая. На тебе электричество покушать, тварь инопланетная. Спускаюсь дальше, и уже издалека вижу на стенках рубины и алмазы. Это уже хорошо. Только надо бы починиться, а то еще одних обнимашек с хелицератом я и не переживу. Чекаю артефакт, собираю драгоценности и текаю. Алмазов и рубинов я тут набрал, наверное, до конца игры. День 28. По приезду на базу задумал поставить большущий аквариум. Нужно много стекла. Так как у меня всегда проблемы с некоторыми ресурсами, поплыл искать кварц. Но теперь воспользуюсь технологиями и буду искать кварц с помощью комнаты сканирования. Тем более, что чип, который отображает информацию, я давно уже сделал. Без него ведь комната по сути бесполезна. Собрал кварца с запасом. Понаделал стекла и ставлю аквариум. Какой большой, с песочком. Запустил туда все имеющиеся у меня яйца, а именно 2 круглых и 1 продолговатое. Остальные слил в биореактор, нафиг мне одинаковые. Это ж как с киндерами в детстве, нахрена мне 10 одинаковых бегемотиков, мне разных подавай. До конца дня переставлял на базе ящички и оптимизировал рабочее пространство. Хочу, чтобы все ресурсы были в одном месте, а то чё они все на входе валяются. Поставил стол, стул, добавил зелени вокруг. Красота. День 29. Пока занимался тут всякими делами, вспомнил, что не посетил одно место – станцию 0. Я помню, что на станции 0 раньше стоял снеговик с надетым на него ребризером, и его можно было просканировать. А вот и снеговик, я помню, на своем месте. Ломаешь и берешь ребризер. Но он почему-то сейчас сразу исчез. Видимо, потому что он у меня уже есть. На станции, по сути, не было ничего полезного. Сюда полезно приходить в начале игры, тогда тут много чего можно просканировать, но для меня здесь нового уже ничего нет. Лишь парочка мотивационных плакатов на стенах. Но оказалось, что тут жила Сэм, и тут я нахожу, возможно, ее последнюю запись. Не думаю, что у меня есть выбор. Я должна нейтрализовать бактерию сама. Я немного нервничаю. Ладно, я в панике. Но бактерия — это смертный приговор. Надо с ней серьезней. Я синтезировала антибактериальный состав. Моих знаний биохимии оказалось достаточно. Я спрятала его в узком лазе около Левиафана. Самая простая часть. Теперь я просто буду придерживаться плана. Прийти в себя, быть храброй, думать о том, что мне грозит уже после нейтрализации угрозы. Запись она сделала, очевидно, незадолго до того, как отправиться завершать начатое дело. И самое важное в диалоге – место, где она спрятала вакцину. День 30. Забрал все, что можно было забрать со старой базы, и плыву на базу в термальных источниках. Поставил шкафы со старой базы, раскидал ресурсы. В аквариуме уже плавает какая-то живность. Круглые яйца оказались яйцами дырохвоста, такой рыбки, из которой можно черпать кислород. А другое оказалось яйцом криптозуха. Прикольно. Спустился к термальным источникам в поисках свинца. Давно пора сделать хотя бы небольшие его запасы. Комната сканирования экономит просто тонны времени, показывая тебе именно нужные ресурсы. И занимался я этим почти целый день.
Вечером по приколу решил поставить стыковочную шахту. Ну, посмотреть хотя бы, что это такое. Ставлю вроде отдельным зданием, а прочность базы все равно падает. Нелогично как-то. В мечтах о двухэтажной базе ставлю вторую большую комнату сверху. Было бы прикольно сделать несколько этажей, а у верхней сделать прозрачный потолок и замутить там, например, оранжерею. После установки база затрещала по швам. Поставил усилители и ринулся чинить, пока не затопило. Все починил, спасено. Долго и безуспешно пытался понять, как сделать лестницу между этажами. И только уже монтируя момент установки второй комнаты, я понял, почему они не соединялись. Ее нужно было ставить вплотную, ниже. Но я думаю, вы и так уже поняли. Не суждено мне было сделать двухэтажную базу, но тогда я этого еще не понимал. В первой комнате поставил несколько мелких шкафов, которые сюда прекрасно вписались. Тут буду хранить воду, еду, инструменты, чтобы на выходе их не забывать. Достал мелкого криптозуха из аквариума и кинул его в биореактор. Нехер плодить злых рыб, а то еще съест тут всех. День 32. Плыву к станции Фи, где я забыл просканировать гидравлическую жидкость около моста. Нужно его выдвигать, так как за ним, судя по карте, скрыта приличная область, и там явно есть что-то нужное. А еще я хочу посмотреть вживую на ледяного червя. Решил перед этим заглянуть на дно биома с глазастыми медузами и нашел там какую-то пещеру. Критически ценного там ничего не нашел, кроме очередного артефакта родича Алана, который не был отмечен. Сканирование этой херовины научило нас делать ионные батарейки, вот это действительно хорошая находка. А на дне рядом с шельфом я нашел яйца медуз. Возьму парочку на разведение, люблю этих глазастиков. Проплыв немного дальше, я нашел пещеру, уходящую в глубину ледяного шельфа. Это был небольшой лабиринт из ледяных тоннелей, в котором я боялся заблудиться и задохнуться, и в котором прям развивается клаустрофобия. Я не знаю, сколько я здесь плутал, но в конечном итоге эти тоннели вывели меня на поверхность. В следующие сутки я изучал это место. Все осложнялось постоянно портящейся погодой и моим топографическим кретинизмом. Я гулял по улице, когда была хорошая погода, плутал по пещерам со снежными сталкерами, общался с пингвинами, снова ходил по пещерам, нашел еще один кусочек полярного лиса, шастал, не видя дальше собственного носа, наблюдал красотищу в небе и даже нашел какую-то платформу Альтеры. День 33. Совершенно потеряв ориентацию в пространстве, я решил возвращаться к мореходу, ну, как-нибудь. Я быстро добрался в воды и нырнул обратно в тот тоннель, чтобы вернуться к мореходу. Но так как топографический кретинизм все еще процветал, обратного пути я найти не мог. Я погружался несколько раз, но снова всплывал в том же месте. Пытался использовать карту на глайдере, но она капец удобная, блин, мое почтение. На нервах даже грохнул купающегося сталкера. Но наконец успех. Я вижу вдали огни морехода. Чтоб я еще раз так поплыл, а? Однако, раз там есть причал, значит мореход пролезет. И уже я как на автопилоте возвращаюсь в ту заводь посреди шельфа. В местных пещерах нашел мех сталкера. Возрадовался. Теперь будет теплый костюм. Правда, за это чуть не был сожжен самим сталкером. Сажусь в морехода и сваливаю. Приеду сюда уже на полярном лисе, пешком тут бродить это полная жопа. День 34. Причал станции Фи. Мне нужен мост. Нужно просканировать гидравлическую жидкость, зачем я по сути сюда и плыл, собственно, 2 дня тому назад. За этим мостом есть что-то важное. Это было важно для Альтеры, но еще важнее для меня. Это восстановит тело? Полагаю, да. Ну вот, даже говорилка согласен, что за мостом есть что-то важное. Видимо, там часть его тела. Сканирую гидравлическую жижу и возвращаюсь на базу. День 35. Плыву за гелеобразным мешочком для гидравлической жидкости. Они вроде бы были, но что-то то ли кончились, то ли я их где-то потерял, или съел, может. В общем, плыву. До этого еще, кстати, за гроздьями водорослей сплавал, чтобы смазку скрафтить. Пока плавал, заметил, что схрон с куском тела был там где-то глубоко внизу. И тут я вспомнил про биом с цветами и о том, что не доплыл тогда до куска тела. Погружаюсь к гигантским цветам, восстанавливаю несправедливость и на глубине 600 метров нахожу храм. А тут, блин, красиво. Храм похож на какой-то подземный сад. И на полу перед статуей лежат ошметки. Походу, это оно. Поднялся на поверхность, собираю розовые кусочки. Попутно в гнездах нашел модуль ускорения для морехода. День 36. По приколу заплываю в стыковочный док. Че, я зря его устроил, что ли? Посмотрим, что я могу сделать с мореходом на этой консольке. А могу я разве что покрасить свой стручок, как говорится. Не густо за такие-то деньги. Ну ладно, покрасим. Хочу черный мореход. Неплохо, кстати, смотрится, брутальненько. Делаю гидравлическую жидкость для моста, утепленный костюм, модуль ускорения морехода. Перчатки и шлем делаю уже в старой капсуле, потому как пришлось сплавать за водорослями для сетчатого волокна, а они быстро портятся. Заодно забрал со старой базы еще кое-какие мелочи.
День 37. Обклеиваю стены постерами, привезенными со старой базы. Комфорт очень важен. Это добавляет жизни в атмосферу помещения. Перекладывал ресурсы, бегал от базы к мореходу и обратно, носился по базе туда-сюда, занимался каким-то непотребством, в то время как все уже готово для раздвигания моста. Правда, на секунду вспомнил о важном и сделал прыжковый модуль для полярного лиса. Будет теперь еще и прыгать. Как так получилось, я не знаю, но вот так прошел целый день. День 38. Собрался раздвигать мост и покататься по леднику на лисе, но ёб твою мать, нет магнетита. Одного же только кусочка не хватает. Классика, Джексон, классика. Уплыл за магнетитом. И не куда-нибудь, а в кристальные пещеры. Уж там-то он точно должен быть. Собирал кианит, литий, медь, но магнетита почему-то не было. Я провел тут много времени и при этом успел обыскать только край пещер. От дальнейшего погружения в пещеры меня удерживал жуткий вой из глубины и вон тот теневой левиафан. Вживую, кстати, вижу его сейчас впервые, и ужас он вызывает, однако, учитывая мою фобию. Осторожно продвигался внутрь пещер в поисках магнетита. Вдруг слышу рев позади себя и понимаю, что сейчас познакомлюсь с местными максимально близко. Ё-моё, какой ты страшный. Но электрический разряд быстро приводит эту тварь в чувство, и он отваливает. И я тоже даю сибаса отсюда по добру по здорову. Собираю яйца в кулак и плыву обратно. Мне нужен магнетит. Заплываю чуть дальше в сторону и врубаю сканер минералов. Забыл я про него. И хобана, прям рядом один магнетит, и второй совсем недалеко. Магнетит очень темный, в пещерах темно, и он просто сливается с грунтом, даже если светить на него фонарем. Давно надо было вспомнить про сканер лошара. Схватил пару кусков магнетита, больше мне по сути и не нужно. День 39. Решил попробовать найти то, что отметил Алан. Но разве тут найдешь что-то в этом чертовом лабиринте? У меня такое ощущение, что я тут кругами плаваю. Я вообще не понимал, где я и куда мне плыть, и полностью потерял любые ориентиры. Кошмар, конечно. Почему нельзя было встроить карту в мореход, так как это сделано в глайдере? Ну было бы же намного удобней. В очередной раз взбодрил местного гопника. После часа плавания и прослушивания его воплей уже не страшно. И видимо я все-таки заплыл в какую-то другую часть пещер, так как Алан в голове снова встрепенулся. Кристаллы в этом месте сбивают мои сенсоры с толку. Но я все же чувствую внизу что-то важное. Комплекс, либо компонент тела. Возможно и то, и другое. Не могу сказать. Значит, где-то рядом. Однако, плавая дальше, я нашел разве что выход из биома. Значит, судьба приплыть сюда снова. День 40, причем уже вечер, как оказалось. Отправляюсь к мосту наконец-то. Переодеваюсь в теплый костюм, чтобы было теплее. Строю на берегу станцию полярного лиса, а на станции собираю сам снежный мотоцикл. Я думал, что он будет внушительнее, но какой есть, главное не пешком. Интересное наблюдение. Сидя на лисе, главная героиня согревается. Вот такая вот нелепость. Доливаю гидравлическую жидкость и открываю мост. Можно отправляться. Сразу после моста Алан вновь вышел на связь. Я ощущаю важные данные к северо-востоку. Возможно, стоит проверить. Но берегись. Чего? Я помню ненасытных существ, роющих туннели подо льдом. Черви. Я все-таки решаю вернуться и дождаться утра, чтобы лучше ориентироваться на новом биоме. День 41. Утро. Сажусь на лис и отправляюсь смотреть червей. Я понятия не имею, что там и куда ехать, но прорвемся. Еду буквально вслепую и подсознательно понимаю, что лучше держаться от больших открытых мест подальше. Ищу хоть какие-то ориентиры, но видел я их только на въезде. Тут кругом только ледяные стены высотой с 9-этажку. Обосрался от звука, как будто рядом кто-то вылез изо льда, но оглянувшись, ничего не увидел. Что это за шутки, мать вашу? К середине дня я все-таки выехал на плато Арктические шпили. По-моему, я на правильном пути. Сразу как выезжаю, слышу сзади очень недружелюбные звуки и понимаю, что меня преследует червь. Начинаю рвать когти. Используя ускорение в момент нарастания звука, мне удается уйти от червя. Вот такой вот чит я себе придумал. Ух ты, а что это у нас тут? Кладбище ледяных червей? Шикарно. Смотрите, совсем свеженький лежит. Следуя вдоль найденного кабеля, который проложен по поверхности, нахожу расщелину и храм в этой расщелине. И в нем под завалами компонент тела. Как я понимаю, часть тела — это единственное полезное нечто в этой части карты. По крайней мере, я не хочу здесь больше находиться. Главное доехать теперь обратно. А в этот раз червь меня догнал. Вот это громадина. О, курва! Еще раз встречаться с таким не хочется. Оу, прям передо мной, смотрите, эффектно. День 42.
Пытаюсь выбраться из ледяной пустоши, где за мной гоняется ледяная сороконожка, блин. А! Хераси как близко. Я прям немножко перепугался, но он не попал, лошара. Давай, иди обратно вниз, чудище. Надеюсь, лиса мне не сломал. Когда вроде бы выехал из ледяных шпилей, решил немного прогуляться пешком. Но ледяной червь явно был против того, что я у него тут снежок свеженький утаптываю. Блин, какой огромный, ё-моё. Блин, он еще и ударил больно. Я-то думал, он просто пугает. Бежим. Вроде убежал. Пронаблюдал, как вдалеке снежный сталкер закончил свое существование в желудке червя. Супер. Покатав еще немного, я все-таки наугад нашел выход отсюда. Больше сюда ни ногой. Напоследок услышал обиженный крик червя, который, видимо, расстроился, что я ушел и с ним больше не играю. Возвращаюсь в воду. Тут спокойней, и тут у меня электрозащита есть. Ты нашла 2 из 3 компонентов, необходимых для постройки моего телесного строения. Как давно я был далек от автономного значения. Да ты прям поэт. Это сарказм? Да, ты учишься. Надеюсь, я не успею завершить обучение. Мне вот интересно, если вы можете менять тела, зачем вообще надо было искать лекарство от заражения? Нельзя просто сделать новое тело? Как ты можешь видеть по компонентам, которые ты уже просканировала, нужная нам форма сочетает биологические и механические детали. Ткани, которые ты просканировала, были созданы из ДНК 27 различных инопланетных видов. 27? Да вы жадные. Но разве это не значит, что все, что может заразить изготовленное вами тело, потенциально может научиться заражать все другие виды? Да, поэтому поиск лекарства был приоритетом. То есть архитекторы тут этими занимались, искали вакцину? Что-то тут не сходится, по-моему. День 43. Остался последний кусок тела. За ним возвращаюсь в кристальные пещеры, и рев червя сменяется ревом теневого левиафана, встреча с которым уже совершенно не пугает. Плыву по уже примерно известным координатам. Маячок я там бросил пару дней назад. Нахожу здоровенное кристальное образование с дыркой, уходящей в глубину. Вот то, что я искал в прошлый раз. Проплыв по узкому тоннелю из кристаллов, нахожу вход в святилище. Огромная кристальная пещера. Красотища. Ну и стоечка, прям с подготовленными для меня органами архитектора. Теперь я могу собрать тело моему другу. И что интересно, в этот раз, судя по всему, у меня есть все ресурсы для этого. Странно, правда? Мы собрали все необходимые компоненты, чтобы начать изготовление моего тела. Чудесно. Что дальше? Давай вытащим тебя из моей головы. Сперва ты должна отправиться в комплекс изготовления. Он скрыт на глубине. Комплекс изготовления. Значит, вы рассчитывали, что вам понадобятся новые тела? Это стандартное медицинское учреждение. Медицинское учреждение, где тело просто заменят, когда оно износится? Звучит не очень стандартно, как по мне. Мы были на исследовательской миссии чрезвычайной важности. Так кем ты был? Ученым, как и я? Я и сейчас ученый. Что случилось? Твоя команда нашла вакцину, а затем... Прошу тебя, Робин. У тебя все компоненты. Вернись в комплекс и изготовь тело. Хорошо. Но не думай, что я не заметила смену темы. А наш пришелец-то что-то скрывает явно. День 44. Выбрался из кристальных пещер и возвращаюсь на базу. Крафчу и собираю все необходимое для органов архитектора. Ресурсы в кармане. Возвращаюсь в кристальные пещеры. Снова. А точнее не в кристальные пещеры, а еще глубже, в пещеры изготовителя. Тут окружение еще более эпичное, аж дух захватывает. День 45. Пошарив какое-то время, нахожу вход на глубине почти в 1000 метров. После изготовления всех компонентов потребуется собрать их вместе. И ты вытащишь себя из моей головы? Я жду этого так же, как и ты. Крафтим запчасти. Итак, Алан, твой народ прибыл сюда в поисках лекарства? Я был ученым. Ты был ученым, как и я? Мой народ относился к моему научному вкладу с особым интересом. Как и я, говорю же. Если это твоя интерпретация. И как же твой научный ум оказался зараженным? Не мой ум, мое тело. Тебе стоит построить следующий компонент. Ты прибыл сюда, чтобы найти лекарство? Вести миссию. Значит, бактерия выбралась из-под твоего присмотра? Данная тема мне неудобна. Если ты хочешь узнать больше, я должен попросить тебя построить последний компонент. Это последняя часть.
Скоро я стану автономным. Что дальше собираешься делать? Я хочу вернуться домой и загладить вину. Вину? Из-за бактерий? Ты много чего не договариваешь. Мне тяжело найти слова. Мне нужно собраться с мыслями. У нас есть все необходимые компоненты. Ты можешь начать процесс изготовления тела с терминала. Ты еще должен рассказать про инцидент. Я помню. Запуск изготовления носителя. Распространение бактерий стало инцидентом. Я полагал, что мое решение абсолютно надежно. Я ошибался. Это ты вызвал инцидент? Да. Я не хочу об этом говорить. Да, потом обсудим. Получилось? Мы... Я уже очень давно не мог потянуться в стольких измерениях. Это словно пробудиться ото сна. Ух ты. Алан? Ты правда больше не в моей голове? Кое-что осталось. Хочешь, я удалю твои воспоминания обо мне? Шутишь? Ни за что. Ты еще не закончил свою историю. Я сказал тебе, что должен вернуться домой. Оценить, починить, загладить вину. Расскажи больше. Бактерия вырвалась, и это была моя вина. Я не подчинился директиве моей сети. О, нет. Мы заметили, что молодняк одного из видов левиафанов вырабатывает фермент, эффективный против бактерий. Я думал, что поместив яйца морского дракона в инкубатор, мы ускорим их вылупление. Я не ошибся. Но... Оказалось, что родительские особи морских драконов сильнее и упрямее, чем мог вынести наш комплекс. И бактерия вырвалась и заразила все. Сколько из вас пережило эпидемию там, дома? Они еще ждут, пока принесут лекарства? Я не знаю. Могу помочь? Ты не злишься, что я утаил эту информацию? Это бессовестная манипуляция. Но я сама наделала кучу ошибок. Так что я еще желаю помочь. Я принимаю твою помощь. Найди меня у врат, когда будешь готова. А пока что я займусь калибровкой. Вот, теперь все стало на свои места. Бактерию выпустил конкретно Алан, за что его раса сильно поплатилась. Печалька. Алан сказал, что будет ждать у врат. Пока нужно покончить с бактерией. День 46. Тело для Алана готово, а я вернулся на базу. И осталось последнее — уничтожить бактерию. Зарекся я, что больше сюда не ногой, но я опять здесь. Но сегодня в другую сторону, там эти твари не ползают. Днем все хорошо видно, и главное тут снова не заблудиться, и все будет окей. Но естественно, я снова заблудился. Ездил туда-сюда полдня, наверное, даже чуть лиса один раз не утопил. Но, как оказалось, он не тонет. Совпадение? Не думаю. Только к ночи я смог добраться до поляны с теми самыми розовыми деревьями. И вот снова вижу ту платформу, которую я в прошлый раз ночью нашел. День 47. Утром стало светлее, и я легко отыскал вышку, которая стоит у входа в пещеру с Левиафаном. В пещере я нахожу пост охраны. Внутри ничего полезного, кроме крутейшего плаката со жнецом из первой части. Как оказалось, в игре есть баг. Если в эту пещеру попасть уже без Алана в голове, он все равно с нами разговаривает. Но хотя может просто по рации. Что тут случилось? Случилось многое. Среди прочего, смерть. А вот и он. Эпично, эпично. При исследовании участка раскопок Фи, включая вход в пещеру и прилегающую территорию, обнаружены внешние повреждения наблюдательного оборудования Альтеры, опорного оборудования и огромные развалины у естественного входа. В результате обломки не позволяют проникнуть в пещеру без тяжелого землеройного оборудования. В данный момент возможен доступ пешим путем. Сообщаю о смерти сотрудников. Парван Иванов и Саманта Аю. Оба тела обнаружены под обломками у входа в пещеру.
Иванов тогда только заходил в пещеру, следы ног все еще видны. На 15 метров впереди лежит Аю. Предположительно, разбилась. Бедняги. Что Аю натворила? В ее досье нет записи о вандализме или небрежности. И все же, мое единственное заключение – причиной обрушения была небрежность служащего. Нам необходимо расследовать возможную связь со взрывом в лаборатории Омега. Если они связаны, то кто за это в ответе? Кажется, смерть твоей сестры сопровождалась значительными разрушениями. Это какая-то бессмыслица. Она не могла уничтожить базу. Ну, безосновательно. Твои эмоции перепутаны? Я ощущаю более одной. Не знаю, я ошарашена, обеспокоена. Я далеко не так хорошо знала Сэм, как думала. Когда мы были детьми, это я всегда ломала и перестраивала. Она даже в пекарню не ходила без плана. Притом минимум за традиционным овсяным печеньем. Она бы ни за что не полезла к моим любимым трансформированным соленым кренделькам в карамели. Твой разум легко переходит на еду. Так ты отвлекаешься от своих чувств? Пожалуй, хватит с тебя чтения моих мыслей. Это не небрежность. Сэм не такая. Тут что-то другое. Журнал патрулирования, место раскопок, день 33, утро. Думал, что видел движение, но, как оказалось, это я просто чихнул на экран. Протер его. Фред до сих пор убежден, что эта тварь живая, но я ни разу не видел, чтобы она моргнула. Сейчас приступаю к обязательному пешему патрулированию. Нахожусь внутри пещеры, обнаружил огромную кучу ничего. Тварь по-прежнему мертвая, пещера по-прежнему скучная. Ай, мне не хватает шахты. Там хоть было с кем поговорить. О, погодите-ка, что это? Камень! Я нашел интересный камень. На этой неделе уже 3-й. Остальные будут рады новому другу. Завершаю патрулирование. Периметр под охраной. Докладываю ни о чем. Конец записи. Охранник, кстати, был человеком с неплохим чувством юмора. Жаль, что тоже погиб. Пока слушал его шуточки, залез к Левиафану. Здоровенная, блин, хрень была. Он, наверное, будет сильно побольше теневого Левиафана, а не по сравнению с ним прям мелкая рыбешка. Голова, блин, размером с дом. Вот это чудище. Хорошо, что мертвое. А вот в это подобие маленького марсохода нужно поместить антидот. Он вколет его в Левиафана, вылечит и убьет бактерию. Но лекарства у меня нет, Сэм его спрятала. Я полагаю, что вот это вот место, обозначенное на карте, не просто так. Эту карту я нашел в комнате Сэм, а значит, это она его отметила, и это место, где лежит лекарство. И мне для этого понадобится шпингвин, чтобы его достать. Насколько я понял по карте, вот это как раз и есть то место, в котором лежит антидот. Нужно поставить тут метку, чтобы потом быстро найти. День 48. Сделал пульт от шпингвина. Сделал самого шпингвина. Снова плыву. Снова еду. Проехав тут пару-тройку раз, я уже ориентировался без каких-либо проблем, даже без карты. Запускаю шпингвина, ползу внутрь и в ящике нахожу антидот. А тетка-то чуть не окочурилась от холода, пока я там лазил шпингвином. Не предусмотрел, блин, и не одел теплый костюм. Это был бы эпик фейл сдохнуть в одном шаге от финала. Ладно, хоть у Лиса сидуха с подогревом. Забрав у шпингвина антидот, несусь в пещеру с чудищем. Заезжаю прямо на Лисе. Наверх на лифте. Ставлю антидот в луноход. Нажимаю кнопку и наблюдаю, как Левиафан излечивается. Полагаю, антиген подействовал. Без него бактерия легко бы распространилась. Теперь не сможет. Благодаря данному жесту память о твоей сестре будет жить в тебе. Мне стало легче. Приятно оказать Сэм последнюю услугу. Чувствую завершенность. Мой народ не воспринимает завершенность так, как вы. Ощущают ли люди радость от завершенности чего-то? Иногда. Завершенность — это чувство удовлетворения. Осознание, что, несмотря на все горе, все будет хорошо. Я сделала то, зачем пришла. Узнала, что на самом деле с ней случилось, и завершила то, что она начала. Я узнала немного больше о человеке, которым восхищалась уже
Ну, всю свою жизнь. Жаль, я не говорила ей это чаще. Сэм всегда хотела изменить этот мир. Она хотела бы сдержать бактерию ради всеобщей безопасности. Я благодарна ей за это. Я просто хотела бы попрощаться. Ну вот и все. Дело Сэм завершено. Бактерия уничтожена, и теперь планета в безопасности. Мы узнали, что случилось с Сэм и ради чего она погибла. День 49. Я возвращаюсь на базу. Все дела сделаны. Совсем все. Последнее, что я решаю сделать перед уходом, просто немного прогуляться. Посмотреть на глазастых медуз, перекусить любимым местным фруктом, поплавать среди водорослей и пообщаться с обезьянками. Заглянул на старую базу, с которой все началось. Насладился красотой мелководья и нырнул в коралловых мостах, которые казались мне раньше такими темными и глубокими. Залез в шахту копа, который так и не удосужился сходить, но всегда хотел посмотреть, что внутри. Поплавал тут, посмотрел, что и как. Тут много полезных ресурсов, залежи титана, рубинов и всего остального, но нет совершенно ничего важного. Зато тут можно легко сдохнуть от нехватки кислорода, так как шахта просто огромная. Даже странно как-то. Такая огромная местность, но никак не использована в сюжете игры. В общем, посмотрел и уже хорошо. Последний раз посмотрел на подводные термальные сады. Какие же они все-таки огромные. Последний раз посмотрел на китов. И хотел заглянуть к Маргарет, но почему-то долго не мог найти ее базу. Я ее не отметил, и значит не судьба. День 50. Последний раз бросаю взгляд на свою базу и отправляюсь к телепорту, где уже ждет Алан. Я многое пережил на этой планете, и страх, и радость, и удивление, и самое главное, жажду исследований. Но моя миссия здесь выполнена, дело сестры завершено, она может покоиться с миром. А главной героине пора открывать новую страницу своей жизни. Возможно, ее ждут какие-то другие, не менее интересные приключения. Готовишься в путь, Алан? Да. Столько нужно сделать. Все еще хочешь пойти со мной? Как только зайдем в телепорт, назад пути не будет. Шутишь? Я не упущу шанс увидеть твою планету. К тому же, дороги домой уже нет. Я не знаю, что нас там ждет. Вдруг остальные больны или враждебны, если вообще живы. А может, там ты обретешь спокойствие, семью? Надеюсь, так и будет. Заверши все неоконченные дела на этой планете. Найди меня на другой стороне, когда будешь готова. Все дела давно завершены, и 50-й день подходит к концу. Назад пути нет. Робин, ты как раз вовремя. Врата открываются. И все это время ты скрывал, что врата здесь? Только последние 1000 лет. Они приведут нас домой. Неудивительно, что Альтера тебя не нашла. Моим долгом было защитить родной мир, в надежде, что остальным удалось выжить. Понимаю. О, вот это громадина. Капец, как ее не смогли найти. Поможешь мне подготовить корабль? Нужно расставить энергетические мачты по местам. О, а вот это интересно. Помогаем Алану расставить энергетические мачты. Будь у меня такие руки с самого начала, все бы было сильно по-другому. Отлично. Возвращайся ко мне, и я начну сборку корабля. Мачты на месте. Энергетическое поле готово. Нельзя терять ни минуты. Расставив мачты по местам, смотрю, как Алан собирает вокруг себя корабль. Блин, это очень круто. Недолго думая, отправляюсь с ним на его планету, в его мир.
Прошу прощения. Левитатор откалиброван под более тяжелые тела. Я бы помог тебе подняться, но, как видишь, я полностью интегрирован в корабль. Это необратимо? Нет ничего необратимого. Ты готова? Да. Я нашла ответы, которые искала. Нужно двигаться дальше. Сэм уже не вернуть, но... Я знаю, что она погибла, сражаясь, и мне нужно завершить начатую ей работу. Я всегда буду помнить о ней. Хорошо. Держись, мы отправляемся в путь. Запуск через 3, 2, 1. Ого. Наблюдая, как Робин летит через врата, я ловил себя на мысли, что очень хотел бы продолжения, но вероятность этого крайне мала. Я испытал огромное удовольствие, проходя эту игру, и надеюсь, это видео вам понравится так же, как мне понравилась эта игра. Что нас там ждет? Если я окажусь последним выжившим, я испытаю скорбь десятков тысяч угасающих душ. История Робин на этом заканчивается, и мои 50 дней хардкора в Сабнавтике Below Zero также подошли к концу. Спасибо за просмотр и удачи всем! А если они выжили? С тобой я готов к любому исходу.